Сейчас вы узнаете, как прошел штурм зоны 51 и чем все закончилось. Кто-то разбрасывает жутких кукол по всему городу. Жуткое существо сняли в Альпах. Каким же образом мертвый олень оказался на верхушке столба? Девочка теряет память каждые 2 часа. И многое другое. Это, кстати, можно использовать в корыстных целях. Я вам этого не говорил. Я зомби Чеза увидел, сразу лайк поставил, вот он молодец, мы его очень давно смотрим. Вот это вот подписка, колокольчик, видишь, звонит, там тоже давай вот нажимай вот так вот все тоже, и на моем канале, и на всех каналах надо нажать, чтобы, блядь, чтобы прям, спасибо. И, кстати, лучший инстаграм hard.inst. Ха, реклама. Вы, наверное, удивились, но да, это именно та рубрика, которую ждали. Много чего в мире произошло странного, а пока у меня на данный момент нет возможности поехать и проверить все аномально в этом мире, я вам про это расскажу. Если ты хочешь, чтобы я посетил все самое жуткое и мистическое в мире самостоятельно, давайте протолкнем это видео в тренды. Это меня максимально мотивирует. А для этого всего лишь нужно досмотреть это видео до конца, поставить лайк и подписаться на канал. Я надеюсь на вас. Вот реальные паранормальные новости, которые произошли за август и сентябрь. Я Зомби Чез, долгожданная рубрика Паразомб. Поехали. Сейчас будет вообще пушка. А если вы хотите, чтоб я поехал вместе с Зомби Чезом, я правда его не знаю, но я попытаюсь напроситься к нему в друзья, и мы бы вместе с ним поехали, то надо тоже загрузить, в тренды вывести, ну там как красиво, как вы умеете, эти чики-брики, 100 тысяч лайков и все, и мы сразу там это ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ну ты понял, вот, ну как ты умеешь красиво сделать. Кстати, на предыдущих видео там на 50 тысяч лайков вам челлендж, у меня скоро студия своя будет, я буду всякие хлопушки, обзоры делать, всяких, знаешь, честные обзоры, Россия без коррупции. Я буду честно вам говорить, шо говно, а шо нет. Вот раньше было лучше, вот вы любите говорить. Я так и рубрику назову, раньше было лучше. Аж сплакнул. Ты умеешь, кстати, так пальцами делать? Напиши в комментариях, умеешь, нет? Вот так вот. Умеешь? Как я уже несколько раз рассказывал ранее в своих видео, и как знают из других источников многие, летом 2019 года неизвестными организаторами была затеяна странная акция, в ходе которой участникам предлагалось штурмовать так называемую Зону 51, где, по слухам, Пентагон прячет инопланетян. Акция была назначена на 20 сентября. Со временем... Давайте один раз и на всю жизнь, вот один раз и на всю жизнь, вот я вам задаю вопрос. Вот только давайте вот каждый ответит. Вот этот вот и мужик вот этот, который сидит сейчас с бутылкой шампанского там, Кристалл какого-нибудь игристого. Вот ты мне скажи честно. Вот как ты думаешь, есть инопланетяне или нет? Чтоб каждый мне написал в комментариях. У нас рекорд по комментариям 12 тысяч комментариев. Так что давайте. Вот, может, вы встречали НЛО? Мне же интересно. Вот я встречал. Да, вот я верю в инопланетян. Честно верю. Честное слово. 2 раза видел. Издалека. Или уставшись затеянного, или по другой какой-то причине, организаторы мероприятия стали постепенно сливать тему, пытаясь трансформировать ее в некий концерт-фестиваль, и совершенно официально объявили об отмене штурма. Но не тут-то было. Как оказалось, собравшаяся в Неваде публика была очень сильно взволнована таким поворотом событий, и, как сообщают эти граждане, столь долгожданная народная акция не отменяется. Штурм будет строго в назначенное время, и на мобильные телефоны народного ополчения пришел строгий приказ собираться для выдвижения. 2 уже арестовали. Блогер из Голландии Т.С. Грансиер и его друг Говард Чарльз были арестованы в США после того, как попытались проникнуть на территорию секретной военной базы Зоны 51. Им грозит штраф и заключение от 10 до 15 дней.
Над секретной военной базой Зона 51, которую намеревались штурмовать утром активисты, полностью закрыли воздушное пространство. Полеты запрещены вертолетам, которые принадлежат СМИ, частным самолетам и дронам, а также полицейским и медицинским службам. Американские власти таким образом попытались установить дополнительные ограничения для намеревавшихся пробраться на военную базу. Американцы запускали в сети прямую трансляцию штурма Зоны 51. Пришло, конечно, не 2 миллиона, но как минимум несколько десятков тысяч. Правда, выглядело все это не как подготовка к нападению, а скорее как веселый фестиваль разнообразных странных людей, пришедших сюда в костюмах пришельцев с антеннами на голове и в шапочках из фольги. За всеми этими чудаками без улыбок наблюдали охранники военной зоны с оружием в руках и даже с собаками. Запланированный в Фейсбуке штурм, на который собралось 2 миллиона человек, превратился в фестиваль под открытым небом в Лас-Вегасе. 1000 людей отправились... Я почему-то сразу вспомнил недавний фестиваль в Москве. Там тоже говорили 100 500 миллионов человек. Да, держу в курсе. В район, отдаленный от легендарной Зоны 51. Однако власти опасаются, просто что потолок. Некоторые люди все же могут появиться в секретной зоне. Поехали. Но, как и ожидалось, никто не осмелился это сделать. Или те, кто осмелился, мы про них и не услышим. Они уже сидят в инопланетной тюрьме. Вот кадры с прямого эфира. Типа это обычная попойка. Это реально обычная попойка. Это самое важное вообще мероприятие это. Бля, вот эти я вот эти вот шапочки вижу, сразу Рен ТВ. Кто не знает или не помнит, долгие годы Зона 51 является таинственным местом, связанным со слухами об инопланетянах и инопланетных кораблях, аналоги которых военные могут испытывать на этой базе. По американскому городку кто-то разбрасывает жутких кукол без голов. Вот уже более месяца в небольшом городке Фест в округе Джефферсон, штат Миссури, находят кукол без голов или с пустыми белыми лицами. Все куклы выполнены в одном стиле, и каждая по росту и пропорциям напоминает 2-3-летнего ребенка. Куклы появляются в совершенно случайных местах, наверху столба, на обочине дороги, на камне, под стеной и так далее. Но потом они также быстро и незаметно исчезают, и никто до сих пор не заметил никого, кто раскидывал бы этих кукол или хотя бы держал их в руке, несмотря на то, что появляются они в достаточно людных местах. Местные жители напуганы этим явлением, особенно зловещей схожестью кукол с маленькими детьми. Водители останавливались, когда... Я вам рассказываю, как бы было у нас. Ну, в моем городе как минимум. Никак бы не было, вообще никак. Понимаешь, люди бы даже вообще всем просто максимально насрать. Вообще просто 100%. Да, замечали у дороги такую куклу, потому что принимали ее за раненого или убитого ребенка. До Хэллоуина еще не скоро, а для розыгрыша подобное уж больно странное. Одну пару кукол нашли стоящие на дороге. Они были без голов и были пришиты друг к другу, словно они обнимаются. Водитель едва успел затормозить, решив, что на дороге стоят дети. Делать нехер. Что думаете об этом? Что за маньяк это делает и с какой целью? Взяли. Даже привлечь внимание, у него это получилось. Пишите в комментариях ваши догадки. Странно, что его не спалили, дурака этого. Это видео в швейцарских Альпах снял немецкий фотограф-любитель Марио Броль из Мюнхена. Поэтому оно очень хорошего качества, а не как обычно в подобных ситуациях. То есть... Тихо, 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 тихо! Малыш, ты меня волнуешь. НЛО в хорошем качестве снято? Так. Я не при параде просто сегодня. Так, давай. Замыленное и нечеткое. Но даже несмотря на четкость и качество, очень сложно понять, что именно заснял Марио. Германская пресса, которая пишет об этом инциденте, предполагает йети или какого-то горного духа. Но по мнению некоторых комментаторов, больше всего оно похоже на маленького человечка в плаще с капюшоном, из-под которого выглядывает край белой бороды. То есть... Фродо!
Брат, ты ли это? Ёпта с этим, а где Пипин? А где этот, как его эти, хоббитцы? Я Фродо нашел, пацаны. Он же через перевал идет, вы его не останавливаете. Он в Мордор идет. Это же Фродо, ёпта. Я вам серьезно, железно говорю. На типичного гнома. На скриншотах из этого видео, сделанного в начале сентября 2019 года, его почти не разглядеть, так как он идет в плаще, почти сливающийся с окружающими его камнями. Но судя по походке, когда существо быстро скрылось за камнями, это явно что-то низкорослое и коренастое. Некоторые предполагают, что на видео заснят какой-то обычный бродяга. Правда, что он может делать вдали от поселения? Среди острых скал. Сказать в смысле, руду добивает? По другим версиям, на видео попал какой-нибудь горный козел или другое животное. Однако существо, кажется, все-таки одето в какую-то одежду и даже держит в руках посох. Автор услышал подозрительный шорох и увидел несколько покатившихся по склону камней. Я тебе железно говорю, он присмотрелся в ту сторону это дворфы, руду добивают. Это существо на скале. Сам Марио заверяет, что видео совершенно подлинное и без признаков монтажа. Дворфа. Однако он тоже не знает, кого именно он запечатлил. Федор Сумкин. Новозеландское исследовательское судно недавно отправилось в 50-дневное путешествие по всему Южному океану и к берегам Антарктиды. Недавно команда выпустила документальный фильм «Тайны Антарктиды» о своем путешествии и о том, что они обнаружили в материалах, поднятых с антарктических глубин. В первую очередь, там оказалось неожиданно очень много разнообразных придонных обитателей, от рыб до осьминогов. И некоторые рыбы, поднятые с глубины, выглядели на поверхности как растекшиеся кусочки слизи или соплей. Но потом трал опустили на куда большую глубину. К этому исследователи готовились 2 месяца. Они опустили оборудование на глубину 3500 метров. Это почти высота швейцарских Альп. На такой глубине давление в 300 раз больше, чем на поверхности. Камера показала практически безжизненную поверхность дна, похожую на марсианские пустоши. Но при более близком рассмотрении они увидели там живых существ, которые ранее никогда не фиксировали у берегов Антарктиды. С этого дна на поверхность было поднято 12 ведер грязи, в которых обнаружилось всего одно живое существо, по виду напоминающее моллюска морской огурец. Мы не знаем в точности, что это такое и сколько их там обитает. Я лично никогда не видела ничего подобного, рассказывает одна из членов команды, рассматривая почти прозрачное желеподобное существо в ее руке. Это существо на дне Антарктики позже будет изучено в лабораторных условиях и, вероятно, будет открыт новый вид. Прикинь? Вообще жесть. Это видео было снято с берега набережной города Ичан, что в Китае, на реке Янцзы. Неназванный очевидец заснял, как неподалеку от берега в воде извивается нечто очень крупное, судя по масштабам черное и с длинным хвостом. Видео было впервые выложено на китайский видеосервис, и оно, к сожалению, очень короткое, потому что именно на нем заснято, выяснить практически невозможно. По версии критиков, это может быть что угодно, вплоть до груда мусора, однако это явно что-то живое. Вот только что. Янцзы очень крупная река, самая длинная и многоводная река в Евразии, и в ней водятся как минимум 2 крупных и очень редких существа, которых при желании можно принять за чудовище. Кто считает, что это Годзилла, короче, плюсаните, пожалуйста, и лайк на видос там на ютубе поставьте. Китайский веслонос и вымирающий китайский аллигатор. Еще по одной версии, это может быть и бирманский питон, которые нередки на юге Китая. Но у существа на видео хвост скорее похож на хвост угря. Так что же это было за существо? Пишите ваши предположения в комментариях под видео. Слышь, а ничего, что он какой-то большой немного? Не-не-не, ну тормозите, вот здесь он извивается, это видно явно, то, что это не мусор никакой, тем более он такую волну пускает. Как вы думаете, что это такое? Ужик. Он мирный. Питончик. В интернете выложили пугающее видео, снятое бэйби-монитором. Для тех, у кого нет детей, поясняю, что это прибор для слежения за младенцем.
У кровати ребенка устанавливается камера, которая передает видео на маленький экран, находящийся у Это родителей. за рубежом очень развито, кстати. В данном случае монитор был установлен над кроватью двухлетнего мальчика, и недавно он заснял, как дважды за ночь, в 1:20 и в 1:45, нечто невидимое силой тянет ребенка за ногу. В первом случае мальчик не просыпается, но во второй раз толчок был очевидно куда сильнее, и ребенок проснулся и поднял голову, после чего снова заснул. При этом все время записи над кроваткой ребенка летает белый шар, орб, и движется он так, что это не похоже на движение паука или другого насекомого. Вероятно, именно этот шарик и тянул мальчика за ногу. Комментаторы согласились, что выглядит все это жутковато, но не все думают, что призрак угрожал ребенку. Возможно, он наоборот пытался его перевернуть на спину. Ребят, ну здесь могли что угодно. При таком качестве съемки могли какую-то леску, знаешь, типа привязать, такую невидимую веревочку подергать. Ну, дураков-то много. Не знаю. Перед вами странные здесь снимки жуткой картины. Каким же образом мертвый олень оказался на верхушке столба линии электропередач, никто не знает по сей час. Снимки были сделаны неуказанным рабочим компании Манитоба, который увидел оленя во время проверки, и быстро эти снимки попали в местные газеты, радио и ТВ. Столб, на котором лежал олень, в высоту был почти 8 метров. После этого многие люди приходили к столбу и лично видели это необычное зрелище. Множество людей также предлагали свои версии случившегося, но ни одна из них не подходила к ситуации на все 100%. Среди самых экзотических, но при этом самым подходящим, были версии о похищении животного пришельцами, которые потом просто скинули его вниз, и то, что оленя... Я прослушал, в какой стране-то это? Бэмби, боже, херовый ты закончил. Если это в стране на букву «Р», то, в принципе, я вообще не удивлен. На столб затащил неизвестный очень крупный хищник. Видимых ран на теле оленя не видно, как и следов крови. Таким образом, его навряд ли задрали волки, пума или медведь. Нет там и следов от электротравмы, если представить, что олень погиб от удара током, оказавшись наверху еще живым. И ничего не известно. Вы реально думаете, зомби, брат, ты думаешь реально о том, от чего погиб олень? У меня очень простой вопрос. А вы никого не смущаете, что олень попал на 8-метровый столб? Нет? Ну, как бы, ну, просто вот, ну, вот совершенно, это что, Сайгак, что ли, там? Он в 6-м, что ли, я не пойму, прыгал через провода? Известно о том, снимали ли его тушу оттуда и осматривали ли его люди. Возможно, оленя сбил проходящий поезд, и от удара оленя забросило на столб. Но опять же, на теле оленя нет никаких видимых следов травм, да и совершенно неправдоподобно, чтобы такую тушу откинуло так далеко. Еще одна версия была про шутников, которые затащили оленя, сбитого автомобилем, на столб. Но это как надо рисковать своей жизнью ради шутки, получить мощный удар током при попытке затаскивания тяжелой туши на столб, расплюнуть. А есть ли у вас какая-то версия, как олень мог туда попасть? Пишите ваши предположения в комментариях под видео. Я хер его знает. Я не могу вообще, мне даже Райли Хорнер, девочка-подросток из Иллинойса, просыпается каждое утро, он же огромный, считая, что сейчас 11 июня 2019 года. У меня на двери висит календарь, и там отмечено, что сейчас сентябрь. Каждый раз, когда я это вижу, у меня в голове проносится «Что? Вау!», рассказывает девочка. Что еще хуже, впоследствии ее память сбрасывается каждые 2 часа, из-за чего она не может вспомнить, что делала и каких людей встречала. Проблемы Райли начались после того, как ее случайно ударил по голове другой подросток во время занятий танцами. Сначала у нее не было никаких симптомов, но потом начались судороги. При этом в больнице врачи не нашли у нее признаков сотрясения мозга и поначалу даже просто отправили домой, хотя девочка едва могла передвигаться. Лишь позже проблемы Райли стали изучать врачами более внимательно, но даже тогда они не выявили у нее никаких отклонений в физическом состоянии. Удар по голове не оставил у нее даже шишки, однако каким-то загадочным способом сумел повлиять на ее долгосрочную память. Чтобы запоминать события дня, она все записывает в блокнот,
блокнот, фотографирует на телефон и каждые 2 часа ставит будильник-напоминалку, чтобы прочитать эти записи и Просто освежить охереть. память. Чтобы ей было легко найти в школе свой шкафчик, на нем висит специальная записка, что это шкафчик Райли. Я понимаю, что для них все это очень сложно, как и для меня, но другие люди, кажется, не понимают реальной проблемы. Представляешь, нет, Для них каждые 2 это часа. скорее звучит как сюжет 2 кино, часа. а у меня даже не будет и воспоминаний об этом интервью уже к ужину, говорит девочка. А на этом у меня все. Если вам Вот это нравится жестко. рубрика Паразомб и вы хотите, чтобы она всегда была и как можно чаще, тогда досматривайте ролик до конца и ставьте лайки. С вами был Зомби Чез. Пока. Соглы. Блин, Чез красавчик, как всегда порадовал, прям вообще, ребят, ссылочку обязательно на Зомби Чеза оставлю внизу в описании, либо прям сами находите. Интересно очень мало, просто очень давно смотрю за ним. Так что красиво. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.